У меня очень мало кого осталось здесь. Я тоже хотела уехать в марте, но это было другое ощущение. Я не хотела уехать. Мне было страшно оставаться. Это разные вещи. Я давно уже поняла, что я не хочу уезжать из России. Я работала в киноиндустрии, мне очень нравилась возможность присутствовать везде, ездить на фестивали, возвращаться сюда. И было ощущение, что я могу сделать что-то классное именно здесь, что я в своей области цена для тех людей, которые живут в России. И не обязательно даже выезжали когда-нибудь отсюда. Я могу привозить кино, рассказывать что-то, в общем, как-то налаживать эти мостики, и мне вполне этой свободы передвижения хватало для того, чтобы чувствовать себя немножко человеком мира. И мне было ок с этим. Уезжать я не хотела. А потом я поняла, что мне страшно, что ко мне придут, взломают дверь. Я не могла спать нормально. К тому моменту меня уже вынудили уволиться с работы за подпись открытого письма против войны. И я придала это максимальной огласке. Мне не хватило мужества бороться на месте, типа там пойти на принцип, сказать нет, я не буду подписывать заявление об увольнении, идите в жопу, потому что, во-первых, это люди, с которыми я уже 1,5 года проработала, и я их очень любила. Они мне были важны. У меня нет силы внутренней, чтобы ругаться и в какую-то открытую конфронтацию вступать с огромным коллективом, который был для меня значим. А во-вторых, потому что я была финансово ответственна за большие всякие штуки и сразу вспомнила дело Серебренникова и все остальные вот эти экономические дела. И я понимала, что я не хочу проверять просто, что из этого выйдет. Поэтому я ушла относительно мирно. Я решила, что как ответочку я расскажу об этом всем, кто меня попросит. И мое интервью получил абсолютно каждый. Даже уже когда мне было лень, и я такая, господи, я уже всем все сказала. Уже русскоязычные СМИ удалили эти публикации, потому что потом случилось 4 марта, закон о фейках, и практически все, и Холод, и Медиазона, Вандерзин, все зачистили мои комментарии, хотя они мне очень нравились. Я всем постаралась дать разные. Я как бы душу вложила. Я никому не говорила одно и то же. Я каждому какую-то свою историю старалась рассказать. В общем, ничего на русском этого уже нет. На английском, на испанском, на каталонском есть. На японском еще. Минута славы у меня такая была. С другой стороны, я понимала, что я открыто со своим мнением говорю на весь мир, что я против войны. Что я настолько против войны, что я готова потерять за эту позицию свою работу, нормально оплачиваемую с ипотекой. И в принципе не боюсь здесь всем сказать, да, я против того, что происходит. Это кажется идиотским и не очень масштабным в рамках войны. Но это единственное, на что условно меня тогда хватало. Из-за этого я очень боялась, что ко мне придут, потому что огласка была очень большая, и в итоге пара истерик, слез и долгих разговоров с разными друзьями, и я поняла, что срываться вот так одним днем я не могу. Я не понимаю, как мне оплачивать ипотеку, я не могу сдать квартиру, у меня кошка, короче, прям много-много всего, что не решает одним днем вылета. Типа билет в один конец в Еревань, а дальше как бы разберусь. Я заключила соглашение с адвокатом по уголовным делам о том, что она меня защищает. У меня есть визитка адвоката, которой я звоню в случае, если мне стучатся в дверь, или меня задерживают, или вызывают на какие-то следственные действия. И с этого момента мне стало легче спать. Я просто поняла, что мне нужен был алгоритм действий, что я буду делать, если все пойдет по худшему сценарию. И в этот же момент я поняла, что объективно я не хочу уезжать. Это моя страна. Я не так давно живу в Москве, я ее очень полюбила. Это город, в котором мне комфортно. И я не хочу выбивать у себя из-под ног табуретку до того, как это сделает кто-то другой. Но по факту мне еще никто не пришел. Вот заведут дело, тогда поговорим. Пару лет в тюрьме бог с ним, но 20 лет, например, я уже не готова. Все-таки мне 30, и хочется хотя бы часть продуктивных своих лет сохранить. Я еще прочитала тогда Ирину Ратушинскую «Серый цвет надежды».
Это история того, как писательница прошла через ГУЛАГ по политическим делам. Она лет 8 или 10 провела в лагерях в чудовищных условиях, а потом она уехала. И муж ее дождался, и они завели детей, пожили в Лондоне. И для меня это было важным успокоением, что за моментом, когда тебя увозят и сажают, жизнь есть, что она не захлопывается в тот момент полностью. Во-первых, можно превратить это во что-то. То, что с тобой будет происходить там, это некоторый опыт, который можно потом показать, как его можно пережить себе и другим. А во-вторых, что и после этого еще может быть жизнь. И мне это стало большой опорой, и я поняла, что окей, я готова. Наверное, я еще сомневалась до того, как я летом съездила в Тбилиси ненадолго к друзьям. И я посмотрела на это все и поняла, что для меня нет большой разницы. Вижу я эти зеты на улице с плакатами военные или fuck Russia и fucking Russian. Я испытываю сопоставимый уровень дискомфорта. Я чувствую себя чужой. И в Москве, и в Тбилиси. Но в Москве у меня есть ощущение, что пошли они в жопу. Это они здесь чужие, а у меня есть ощущение морального права оставаться вопреки. Типа, нет, блядь, я буду здесь жить, буду жить так, как я считаю нужным, сохраню себя, свои ценности и убеждения, и, блядь, попробуйте. А в Тбилиси я буду на правах, типа, простите, извините, дико перед вами каюсь. И у меня есть еще идея, что беженцы из Украины сейчас, им нужна помощь гуманитарная, рабочие места, жилье, какие-то способы выжить в местах, где они в гостях. Просто потому, что их дома разбомбили, под огнем и вот это все. Меня пока не бомбят. А если будут бомбить, я скажу, ну, что справедливо. В целом, no questions. Я недавно мимо Кремля на такси проезжала и думала, блин, вот бы сейчас ёбнули вот так одну большую. Пусть даже я буду случайной жертвой, просто потому что я мимо на машине проезжаю. Но, ребят, я пойму, у меня нет претензий, если это поможет. Мне кажется, что я здесь имею больше права, чем где бы то ни было. И еще мне кажется, что я здесь могу сделать больше хорошего. Для меня очень важна общественная польза, ориентация вовне, в других. Не просто, чтобы я частно была счастлива в безопасности. Это меня абсолютно не удовлетворит. Я бы, конечно, могла придумать уже что-то, поступить куда-то, податься на гуманитарную визу немецкую, ту, которая для потерявших работу работников культуры. С моей оглаской я уверена, что если бы я задалась такой целью, я бы смогла какой-то кейс составить и где-то приютиться в Европах. Но я не хочу этой жизни. Я не думаю, что кому-то от этого я сделаю лучше. Я не думаю, что от этого будет какая-то польза. Я недавно была на мероприятии. Ко мне подошел редактор одного печатного издания и сказал: «Катя, вот мы с вами лично раньше не были знакомы. Можно пожать вашу руку за позицию?» При том, что уже прошло полгода. Я уже живу 3 раза другую жизнь. Мне не кажется, что я сделала что-то важное тогда. Я просто сказала: идите нахуй. Я думаю так. Вот так, блядь, попробуйте меня переубедить в обратном. Хотите? Давайте. Что-то не вижу колечек на этих запястьях. И для меня это было неожиданно. И я поняла, что людям страшно. И для них это тоже какая-то опора. Плюс я поняла, что людям... Плюс я работаю в НКО, общаюсь там еще. У меня завязались отношения с человеком, с которым я впервые познакомилась 24 февраля на улице. Мы сейчас живем вместе. И эти дети, и эта жизнь, она мне очень заземляет, потому что у меня есть ощущение, что я здесь нужна. Что я здесь на своем месте. И да, это неприятное вообще место, и ситуация очень неприятная, но мне хочется все пережить. И я грущу только, когда осознаю уровень разрыва между теми, кто уехал, и теми, кто остался. Такого ментального разрыва. Первые месяца 3 я вообще ничего не выкладывала в соцсети. Я очень люблю Инстаграм, и там типа котики, цветочки, выставки, тоси-боси. А когда началась война, я просто не могла. Я ничего не выкладывала, кроме новостей про войну или мое увольнение, и там каждый день были репосты, посвященные тому, что происходит в Украине. А потом мне начали писать некоторые люди, мои приятели и знакомые. Мы очень ждем, когда ты начнешь просто рассказывать что-то про жизнь. Потому что до этого из всех источников достаточно, а что-то человеческое, на что можно опереться ментально, мало. И в какой-то момент это стало возвращаться по чуть-чуть.
ну, какой-то быт и просто что-то, что я вижу вокруг. И мне стали писать другие мои знакомые, которые уехали в первых числах, что-то типа: как ты смеешь есть вкусную еду, ходить куда-то на выставки, гулять, пока идет война? Я говорю: дружочек, мне на Кремль идти? Так ты мне покажи, с какой стороны заходить-то, давай вместе. Ну как бы ты вернись и будешь мне рассказывать. И меня это прям сильно задело. С одной стороны, это попадало и так в мою тревогу и страх. Я и так загоняюсь по этому поводу, что я не имею права вообще на жизнь, пока идет война. И я как бы отвоевала себе по маленькому кусочку это право. От того, что я здесь себя кладу на заклание, никому не легче, война не останавливается. Ни один человек в мире не становится счастливее, я просто приумножаю количество пиздостраданий. Мне кажется, что есть мировые весы страданий, и что есть те, у кого нет особо выбора. К ним пришли и сделали так, чтобы так было. Я вообще-то еще могу сделать что-то, чтобы другим было лучше и себе. Я стала по чуть-чуть что-то человеческое возвращать. Но вина все равно есть, конечно же. Конечно же, вина есть. И в меня это очень попало. Я сразу думаю, какого рожна? Я не протестую каждый день. Я сижу, как Саша Скочеленко в СИЗО. Не устраиваю какие-то акции. Почему? Я просто пытаюсь жить, не отказываясь от своих взглядов. Этого недостаточно. То, что я что-то открыто и громко сказала, этого недостаточно. Это же не остановило войну, значит, этого мало. Почему я не поджигаю каждый день военкоматы? Мы с парнем хотели идти поджигать, но я попросила пока что не поджигать, чуть-чуть подождать, потому что ты один, и ты один потом будешь там сидеть в СИЗО. И когда люди пишут, что я должна чувствовать и как я должна жить, я думаю, а в какой момент здесь все должны были дать обед и сидеть тут в скорби? Это ничего не изменит. Пока Украина не победит в этой войне, ничего не изменится. Даже то, что сейчас какие-то будут протесты, это ни на что не повлияет, кроме твоей маленькой жизни. От того, поешь ты сегодня или нет, ни один ребенок, который нуждается в еде, не получит лишнюю пайку. То есть, если бы я знала, что если я буду себя определенным образом вести, и там кому-то станет лучше, окей. Но так получается, что там страдают, я здесь буду страдать. И я не стану от этого продуктивнее и эффективнее. Мне хочется дождаться, когда все это наебнется. И я хочу быть в ресурсе для этого момента. Я хочу здесь быть готовой к тому, что все нахуй сгорит, и мы будем делать что-то на этом месте. Нормальное. Не знаю, это мои розовые мечты. У всех они свои.